Всех приветствую! Записываем очередной обзор криптовалют. Начинаем с биткоина. И все, что у нас изменилось со вчерашнего дня, это подтвердилось, что входить здесь не стоило. Мы обновили еще раз лой, собрали стопы, появилось намного больше объема и образовалась дивергенция на лонг. Заходного пока еще нет, но дивер есть, объем есть. Осталось дождаться заходной, на откате можно будет входить. Что касается структуры коррекции, то здесь стоит отметить одно изменение. В расчетную зону пришли, все классно, но мы зацепили пик волны 1, что иногда допускается, но нежелательно. Поэтому стоит держать во внимании тот момент, что здесь может продолжаться мой старый прогноз, который мог свозить нас пониже. Какие здесь есть варианты? Тот факт, что мы зацепили волну 1, говорит о том, что с большей вероятностью у нас здесь будет треугольная формация. Где будет она образовываться, пока непонятно. Либо вот здесь, то есть ABCDE с ортодоксальной точкой выше пика волны 1, и уже отсюда будет заканчиваться волна 4, и мы пойдем в пятую. Либо есть вот такой вариант, что это не импульс, он менее вероятен, чем который я сейчас нарисовал, но также имеет место быть. Есть вариант, что вот это была А, здесь была Б с перехаем, С, Д, Е, и потом уже волна 4 перемещается сюда, и дальше идем наверх. В коррекции перехаи также случаются. И еще один вариант, который я бы поставил как раз-таки на третье, скорее всего, место. Давайте условно его обозначим, он может быть и через треугольник, и через просто волны. Это А, Б, С. Просто пойдем еще ниже. Поэтому здесь важно дождаться конкретного сигнала на разворот, а не просто входить на ожиданиях. В качестве основного варианта я бы пока ни один вариант из этих не ставил, потому что сигнала на разворот нет. Если здесь вот здесь он появится, какой-то явный заходной импульс, тогда можно здесь считать, что первый вариант с треугольником вот в этой волне 4, он будет основным вариантом. Пока же не исключаю и поход дальше вниз. Поэтому разволновку здесь не меняю, но здесь не стоит пока входить на ожиданиях. И нужно наблюдать за рынком, как он будет себя вести. Я уже не раз говорил, что я не шорчу, поэтому шорт для меня это не вариант. Крипту я только беру в лонг. К тому же в долгосроке это укладывается в мою торговлю, и долгосрочно мы все-таки пойдем вверх. Даже после коррекции, после окончания волны 5, вот этой вот голубой, мы еще раз должны сходить на перехай. Это вряд ли будет пиком биткоина в этом цикле. Поэтому ждем, наблюдаем хорошего момента для входа в рынок. По эфириуму такая же ситуация, и здесь треугольником даже более вероятный сценарий. Сюда мы тоже в расчетную зону прошли, все нормально, но в ней не получили разворота. Пошли вниз и пробили пик волны 1. С большей вероятностью структуры здесь идентичные, как и на биткоине. Либо вот здесь треугольник и пойдем наверх, либо вот это все является большим треугольником и пойдем наверх. Также есть вероятность, что это была А, потом треугольник, Б и наверх. Но это наименее реалистичный вариант. Пока идет коррекционное движение, просто ожидаем хорошую точку входа. Смотрим Ripple. По Ripple также в расчетной зоне не получили развороты, пробились вниз, но получили хорошие откупные тени и основания импульсы не пробили. Это говорит о том, что сценарий пока не отменен, но структура изменена. Наверху дивергенции не получили, поэтому с большей вероятностью мы сходим хотя бы еще до этих пиков в ближайшем будущем. По Ripple также ожидаем возможность войти в рынок. Сейчас по многим криптовалютам, практически по большинству, такая же ситуация. Просто идем вниз, корректируемся и после вчерашнего снижения получили дивергенцию. Но это один из факторов на разворот. Нужно дождаться явного сигнала. Пока наблюдаем. Приоритет на лонг после того, как увидим разворот. То у нас по дэшу. По дэшу мы остановились на уровне. Разворота также нет, объемов нет. И даже дивергенции здесь нет. Здесь приоритет вниз. Пока также без позиции. Polkadot. Здесь структура также изменилась. Это уже не похоже на треугольник. Пики повышались. Здесь у нас объемов не было. На индикаторе явный дивер. Чего сейчас
стоит ожидать, это, конечно же, явного сигнала на разворот, как и по другим монетам. Давайте посмотрим ориентировочную зону. Осталась ли она прежней? Ну, в принципе, даже мы уже и сюда пришли. Если это считать за первую волну, здесь за вторую волну. И это финальная коррекционная волна. Вот ее расчетная зона. Объемы вышли, но дивергенции мы здесь не получили на индикаторе. Это явно. За этим явно должен последовать еще один перелой. Сигналов на разворот также нет. BNB. Такая же история. Расчетная зона. Приоритетное движение. Разворота пока нет. По рублю. Все по плану. Идем вниз в коррекцию. Давайте посмотрим, до каких уровней. Если это была завершенная волна 3, то наш уровень коррекции вот здесь. Вот-вот мы в него пришли. Здесь также стоит искать сигналы на разворот. Их пока нет. Но глобально, как вы знаете, я периодически покупаю доллары и не особо верю, что рубль сильно укрепится. Прогноз – движение наверх по индексу доллара. Здесь у нас еще немного осталось до расчетной зоны. Мы сделали перехай. Уже есть сигнал на разворот. Дивер здесь. На часовиках также получили дивер. Все говорит о том, что движение ослабевает. Но если смотреть структуру, здесь 3 волны вниз, коррекция прошла. Но здесь пока еще нет завершенного 5-го импульса. 1, 2, 3, 4, 5. Еще один прострел, по идее, мы должны дать. Что, естественно, будет коррелировать с биткоином. И биткоин на этом простреле может еще раз пролиться вниз. Монеты из комментариев. Litecoin просили несколько раз. Что у нас здесь с прошлого прогноза? Коррекционное движение. В принципе, все так и пошло. Волна B немного дала прострел наверх. Здесь у нас расчетная зона с походом вниз. Сколько мы Litecoin не смотрели, а движение плот так, как мы и планировали. На других монетах мы успели поменять разволновку, и все-таки этот вариант остается здесь. В принципе, этот вариант также актуален. Но стоит отметить, что, как и по биткоину, эфириуму и другим монетам, есть вариант с треугольником, после которого наверх. Либо здесь треугольник, обновление дна и наверх. Глобально наверх, но от каких уровней пока неизвестно. Потому что здесь дно пока не нащупано. Нужно также ожидать разворота. Если рассчитать зону по размеченному сценарию, то в принципе по Фибоначчи мы уже дошли до уровня. Но если это все-таки C, а не треугольник, мы должны зацепить хотя бы предыдущий лой. Пока прогноз такой. Глобально наверх и ждем, с каких уровней это произойдет. Смотрим BitTorrent также из комментариев, и мы его раньше смотрели. Что у нас здесь произошло? Произошло у нас вот что. Зоны, которые мы достигли. Видимо, вот эта коррекционная зона. Мы ее посетили, пошли наверх, получили здесь дивер. Возможно, третья волна здесь завершилась, если смотреть просто вот по истории, как все шло. Но здесь мы подошли к тому моменту, когда у нас объемы еще сильнее выросли, и индикатор еще сильнее пошел вверх. Это говорит о том, что у нас пробили, вот мы здесь хай. Это говорит о том, что у нас пошло растяжение в третьей волне. И третья волна у нас пошла вон туда. Сейчас промерим, посмотрим примерно, завершилось ли это движение. Ну, здесь ни дивера, ничего, ни спада объемов нет. Вероятнее всего, третья волна еще продолжится. Так, лой у нас был вот здесь примерно. Здесь была волна 1, 2. Нет, это все тройка. Похоже на тройку, да. Вот здесь, походу, есть признаки завершения тройки в тройке. И вот здесь движение похоже на треугольник. Треугольник у нас является предпоследней волной разметки старшего порядка. Это говорит о том, что мы еще дадим прострел наверх после данной коррекции. Будет ли она отсюда, либо чуть-чуть пониже. Но вот эти хаи с большой вероятностью будет перебивать. И это будет лишь завершением тройки. Пока выше хаев ставить не буду тройку. Здесь можно только предполагать, потому что все уровни уже пробили. И если отталкиваться только от данных значений, которые мы имеем, если тройка была завершена здесь, то в коррекцию мы можем сходить аж до вот этих уровней. То есть вот хороший уровень поддержки, мы можем свалиться и прямо сюда. Но зона начинается вот здесь. После чего, после коррекции, нас ожидает еще раз пятая волна. Это у нас на часовиках. Давайте посмотрим треугольник здесь какой формы. Здесь лои повышаются,
хаи понижаются. Здесь пока треугольник не сломан. Основываясь на том, что вот здесь происходит выброс объемов, а они бывают на импульсных волнах, можно сделать предположение, то все-таки мы пойдем ниже. Здесь была волна W, здесь волна связка в виде треугольника, после чего пойдем ниже, откуда уже можно будет искать разворот на завершение волны 3. По BitTorrent вот такой прогноз. Глобально это не завершение движения, пойдем еще повыше, но сейчас мы находимся в коррекции, которая может свозить нас пониже. Но существует вариант, при котором вниз мы не пойдем. Может быть, это просто ABCDE и отсюда же наверх. Вот такие варианты. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте, оставляйте пожелания по монетам. Те монеты, которые наберут большее количество лайков, попадут в следующий ролик. Если не хотите набирать лайки, то пишите в донат, в комментариях указывайте пару, валютную и криптовалютную. Ей будет отдаваться приоритет. Удачной торговли и счастливо!